Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с нашим музыкальным творчеством, показывая и комментируя, какую смысловую нагрузку несет каждая музыкальная композиция. Чуть больше 2 недель назад мы опубликовали на канале «Израиль с Павлом и Ларисой» наш 5-й музыкальный альбом под названием «Музыка Израиля 3». Тогда у нас на основном канале было чуть больше 25 тысяч подписчиков. Совсем недавно число наших постоянных зрителей перешло 27-тысячный рубеж. Приглашаем вас подписаться на канал, если он близок вам по духу. Того, кто может, просим оформить спонсорскую подписку. Можно также оставить одноразовую помощь в виде платных комментариев, в виде сердечка. Супер, спасибо. Мы благодарим вас за то, что смотрите наши фильмы, слушаете нашу музыку, ставите лайки и пишите добрые пожелания. Мы это очень ценим. И это видео с музыкой, сопровождающее путешествие по Израилю, наше спасибо и новый подарок всем постоянным зрителям. В нем мы познакомим вас с нашим 4-м инструментальным альбомом «Музыка Израиля 1». В альбоме 12 музыкальных композиций. Напомним, что поначалу наш творческий дуэт назывался «Запад и Восток», но недавно мы решили, что название «Мелодии Святой Земли» более точно отображает наши музыкальные идеи, вдохновленные пейзажами Святой Земли. В альбоме «Музыка Израиля 1» собраны инструментальные композиции, созданные с мая по октябрь 2022 года. Открывает альбом композиция под названием «Баниас». Эту эпическую стильную балладу сопровождает видео водопада Баниас, или по-другому ручья Хермон. Это один из истоков реки Иордан, который зарождается в верховьях голландских высот. Музыка подчеркивает красоту, силу и невероятную по своей загадочности и мистике глубину Святой Земли. Мощная энергия воды источника Святой реки Иордан выявляется постепенно, и апогей – это соло электрогитары. Свою электрогитару Gibson Les Paul Studio мы по-домашнему называем Мия. Так зовут нашу внучку, которая знакома уже многим из вас. Звук электрогитары помогает усилить важные моменты музыкальных композиций. Здесь в композиции «Баниас» мы подчеркиваем, что несмотря на малые размеры реки Иордан, в нем собрана очень большая, глубокая, мощная и часто непостижимая сила и глубина библейской истории. Итак, «Баниас» – первая композиция альбома «Музыка Израиля 1».
Следующая композиция альбома буквально по небу переносит зрителя в величественные виды окрестностей знаменитого Мертвого моря. И называется «Полет над Мертвым морем», библейское название которого «Море соли». В съемках над Мертвым морем или Морем соли нам помог верный и преданный участник нашей творческой группы беспилотник по имени Миша. В ярком видеоклипе показаны и горы Иудейской пустыни, и плантации финиковых пальм, и курорт над Мертвым морем Эн-Бокек. Стильная и ритмичная музыкальная композиция с ярким солом гитары отображает движение жизни вне времени. Уникальный биотоп сформировавшегося водоема, известного под названием Мертвое море, наполняется в основном водами священной реки Иордан и источниками, вытекающими из гор Иудейской пустыни. Это бессточное озеро. Расход воды происходит за счет испарений в чрезвычайно жарком климате. И так из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. А как следствие, слои солевых отложений и вода как солевой концентрат, а озеро – один из самых соленых водоемов на Земле. Третья композиция под названием «Оазис в скалах»
продолжает тему окрестностей Мертвого моря и переносит нас в национальный природный парк Эйнот-Цуким или Энфашха. У нас уже есть фильм про это место. Несколько пресноводных ручьев стекает с высоких живописных гор Иудейской пустыни в Мертвое море, создав уникальный оазис со своим удивительным миром посреди пустыни. Лейтмотив композиции – это идея о том, что жизнь существует и в, казалось бы, безжизненных местах. Четвертая композиция альбома переносит нас в самое настоящее путешествие в пространстве и времени. С востока на запад, на побережье Средиземного моря, в руины древнего города Кесария. Этот город, основанный знаменитым царем Иродом Великим, пережил и взлеты, и падения. Археологический парк, сохранившийся на его месте, открывает тайны истории города. Мелодичное соло под яркий аккомпанемент ритм секции сопровождает вас
в оптимистическом полете времени. Это как бы музыкальный хронограф, измеривший самые лучшие, самые яркие и красивые отрезки периодов существования знаменитой Кесарии. А в конце композиции время приостанавливается, чтобы вернуть нас в настоящее. Время зафиксировало существование этой цивилизации в виде археологического парка, а бушующие морские волны придают этому месту еще больше красоты и романтизма. Пятая композиция называется «Акведук». Место клипа – та же Кесария, только рассматривается его сохранившийся древний акведук. Вода – это жизнь, а в жарком климате тем более стратегически жизненный необходимый элемент. В Библии описывается немало чудес, связанных именно с водой. Тему стратегической важности воды хорошо понимали античные люди. Теперь акведук – это памятник древности римского периода Святой Земли.
Музыка, сопровождающая концептуальным соло-гитары, уносит нас в глубокую древность Рима, Византии, когда-то мощных, но исчезнувших цивилизаций, оставивших свой след в истории. Шестая композиция продолжает тему воды и сопровождает красоту Средиземного моря. Это музыкальный и даже несколько мистический полет над морем, где разворачивалось так много важнейших библейских событий. В нем сохраняется глубина загадки истории. Почему именно здесь развернулись важные и значимые события, описанные в Библии? Почему не в другом регионе? Музыка задает вопросы в полете констатации факта, но не знает ответа, потому что ответ этот является тайной и загадкой истории и Библии.
снова мы в жаркой и суровой природе иудейской пустыни, у источника Эн-Мабуа. Это название 7-й композиции. Музыка призвана передать удивительное, застывшее от зноя постоянство пустыни. Но здесь продолжается жизнь, которую дает всему горный ручей, не пересыхающий даже летом. Уникальный пульсирующий источник живет, распространяя жизнь вокруг себя. Восьмая композиция под названием «Капернаум» переносит вас из иудейской пустыни на север Израиля, в цветущую Галилею. Здесь, на северо-западном побережье озера Кинерет или моря Галилейского, были найдены руины знаменитого Капернаума, упоминаемого в Евангелии. Этот город, в котором Иисус Христос прожил значимую часть своей земной жизни, совершил множество чудес, исцелений, знамений, но был недопонят его жителями. В результате Христос произносит пророческие слова о будущем разрушении 3 городов – Капернаума, Вифсаиды и Хоразина. И действительно, Капернаум исчез как город в 7 веке нашей эры. Композиция разделена на 2 части. Первая лирическая с соло-акустической гитары Мартин, а вторая драматическая, идет в сопровождении соло-электрогитары. Композиция показывает драму жизни и упадка когда-то значимого и процветающего города Капернаум.
Девятая композиция «Босса-нова Тель-Авив» уносит нас в совершенно другой мир, в современный город Тель-Авив, со своим своеобразным стилем жизни. Там море, там солнце, там уникальная архитектура. Город, который не оставляет никого равнодушным. Босса-нова – это прекрасный стиль музыки, возникший в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. Это такое удивительное сочетание бразильской фольклорной музыки, джаза и блюза. Этот стиль очень даже подходит для улиц Тель-Авива, израильского города на берегу Средиземного моря. Это и есть босса-нова – музыка ритма, солнца, мелодии и радости жизни, которая исходит от всего сердца. Рояль, гитара, саксофон, контрабас, барабаны и перкуссия музыкально передают именно эти эмоции.
10-я композиция продолжает путешествие по Тель-Авиву и называется «Тель-Авив Блюз». Это сознательно подчеркнутый стильный блюз с обрамляющей ритмикой гитары и изящно строгой ритм секции баса и барабанов подчеркивает лицо урбанистики современного Тель-Авива. Рояль в сопровождении заводящего ритма всего ансамбля ведет вас по бульвару Ротшильда, приглашая совершить путешествие по удивительному и атмосферному городу. Мы продолжаем путешествие по Тель-Авиву с 11-й композицией альбома, которая называется «Город на холмах весны». Композиция начинается с романтического соло на рояле. Это моя музыкальная память о знаменитом композиторе Сергее Рахманинове. Из превратившейся в советскую России он уехал в Америку. Человек навсегда потерял родину, но не потерял свое творчество и продолжал его успешно развивать. Романтическое соло рояля устремляет нас от небоскребов деловой части Тель-Авива к песку и морским волнам, собственно, на чем и был создан этот город в начале 20-го столетия. Соло электро- и акустических гитар уносят нас в полет времени, от песчаных дюн, архитектуры Баухауса до современных небоскребов. Город рождается в этом полете, формируя свой уникальный стиль жизни. В конце композиции в дело вступает сознательно мощное соло электрогитары. Оно закрепляет успех процветающего города, гордящегося своим стилем жизни и атмосферой. Город, который вобрал в себя глубокую древность и мудрость Яффы, инноваторство, оптимизм и доброжелательность нового Тель-Авива, и получил библейское имя Тель-Авив – холм весны.
И в завершении альбома еще одна, 4-я композиция, посвященная Тель-Авиву, под названием «Тель-Авив. Город на море и делах». Музыка продолжает развивать идею о том, что Тель-Авив – это еще и город без перерыва. Ритм города формировался десятилетиями, и уж будьте любезны, принимайте этот город таким, какой он есть. Нравится вам или нет. Есть Израиль, а есть Тель-Авив в Израиле. Надеюсь, вам понравился наш 4-й инструментальный альбом «Музыка Израиля 1». С вами были Павел и Лариса, группа «Мелодии Святой Земли». Спасибо, что смотрите наш канал. Всем большой привет со Святой Земли Израиля.